Приветствую всех, друзья, с вами на связи Алехандро. Мира вам и вашему миру. Сегодня мы сделаем с вами общий расклад Таро на отношения и посмотрим, что поменялось между вами, что происходит в мыслях, чувствах, в планах загаданного человека к вам. Этот расклад Таро для мужчин и женщин, поэтому настраивайтесь на свою ситуацию, возможно, на какую-то проблему, возможно, на то, что происходит между вами, и отталкиваясь от ситуации в общем раскладе, посмотрим, что происходит в голове, что на сердце, и как этот симбиоз мыслей и чувств порождает планы и действия к вам. Давайте посмотрим, кто пришел на расклад. Ну, смотрите, здесь тройка чаш. Или вы в браке, или есть треугольник, или у вас вообще все классно. Тут по-разному может быть. Эта карта, она, в принципе, универсальная. Мы сейчас посмотрим еще уточнение. Вы не доверяете друг другу в отношениях. Здесь семерка мечей. Может быть, у вас... Вы подозреваете своего партнера или партнершу в измене. Ну, как минимум, может быть и треугольник любовный, может. Ну, соответственно, один другому изменяет, да. Там, муж жене или там любовник с женой, да. Такое тоже может быть. Но недоверие тут есть, семерка мечей, да. Так, есть здесь еще и восьмерка мечей. Ну что у вас за ситуация? У вас вроде бы действительно есть недоверие и есть страх, порожденный этим недоверием. Вы как минимум не просто не доверяете, но и боитесь еще чего-то, да? Угу. Во-первых, вы боитесь отпустить и, может быть, боитесь уйти. Может быть, даже ваш мужчина вас не хочет терять и отпускать. Но вы еще не согласились с чем-то в этих отношениях. У вас нету согласия окончательного. Это карта смирения, примирения и непонимания друг друга в отношениях. Смотрите, нету ни одного старшего аркана. То есть ситуация только развивается пока что. Давайте посмотрим, что еще. Есть такое, знаете, как или отчаяние, или разочарование, или неудовлетворение. Пятерка чаш. У вас вообще ожидания были очень-очень классные. То есть сначала у вас прям пошло такое, как, ну давайте так скажем, вихрем закружило или понесло, да, вот так. Потом произошла какая-то... Стала такая ситуация, где, ну вот вы чего-то хотели, метили, но в цель не попадали, да? В цель не попадали, да? У вас вот эти отношения как такой аттракцион с адреналином таким вот почему-то идет. Но до конца так и не поняли, отпустить не смогли, отпустить не можете, принять что-то не можете. И из-за этого какое-то разочарование и отчаяние. То есть эйфория и радость сменилась как минимум разочарованием. Притом центральные карты все какие-то, знаете, когнитивные, то есть интеллектуальные страхи, обманы и нерешенные вопросы. Вот такая вот почему-то ситуация. Но достаточно универсальная ситуация, где сперва все хорошо, потом все плохо, а между этим все хорошо и все плохо, у вас случилось, ну, недоверие и какая-то рискованная ситуация. Может быть, вы пошли на какую-то такую ситуацию, ну, на обострение какое-то или на мероприятие какое-то, которое неоднозначно должно было бы завершиться, но еще не завершилось. Оно не завершилось, то есть у вас ситуация не доиграна до конца.
Окей. Давайте посмотрим вот это начало, да. Ну, здесь мужчина вначале был инициативный, властный, король жезлов. Ну, это больше лев, конечно, но бывают и овны, бывают и стрельцы. Но, тем не менее, здесь просто, даже если не от знака зодиака отталкиваться, то мужчина просто, ну, давайте так скажем, взял быка за рога, да, то есть проявил инициативу. Ну, окей, похоже. Закружил. А вот дальше семерка вот этих клинков, он очень многое пообещал, но не выполнил. То есть он обещал золотые горы, но как минимум не выполнил, а еще хуже врал. Окей. Далее. Угу. Здесь еще и десятка мечей, а десятка мечей здесь прям покойник. Этот мужчина может быть связан с криминалом. И действительно, мужчина может быть, ну, такой, не тот человек, за которого себя выдавал. Обманщик, бандит, да, криминальный какой-то деятель. Может быть, просто враль, да. И, знаете, он своими действиями прям что-то убил, да. Ну, может, убил в ваших отношениях, а может быть, просто постоянно ставит вас в такую позу, уйти или остаться, жить вам с этим или не жить. То есть, действительно, вы ожидали одно, а получили другое, и теперь не можете это принять. Окей. Но, тем не менее, может быть, он даже, знаете, как разорвал эти отношения, а вы теперь не знаете, как они будут дальше идти, да. Продолжится, не продолжится. Может, грустите, скучаете по нему. Да, он все равно какой-то след оставил, но он вам причинил боль и страх. Вот центральные карты — боль и очень сильный страх. Испуг очень сильный. Окей. Вот вы теперь в какой-то прострации находитесь, действительно. Вы, во-первых, вот эти вот действия, которые произошли, да, они вас ввергают в семерку чаш, в какую-то иллюзию. Вы сидите теперь здесь, гадаете, на каком-то другом канале можете гадать. Может быть, не спите, может быть, вас даже как бы парализовало в плане не знаете, что делать, да. Даже вы можете испытывать такую боль в мышцах. Почему-то у меня идет боль в мышцах. Можете даже зрение терять, что тут зрение, слух можете терять. Ничего не вижу, ничего не слышу, не хочу ничего знать. Вы в такой экзальтации теперь находитесь. Думаете, как теперь эта ситуация разрулится, да? Может быть, вас очень сильно напугали и поставили в какие-то рамки. Даже за вами могут следить, наблюдать, вот такое вот, присматривать, как бы, да. Ну и здесь еще туз мечей. Знаете, здесь продолжение следует. То есть вот эта вот ситуация, не очень приятная, которая началась у вас и ввергла вас в какую-то такую прострацию, как будто бы вы не нужны, как будто бы вы обижены, испуганы, и даже, может быть, очень страшно вам. Грустите, скучайте, но оно продолжится. Пока. Ну, как минимум, у вас надежда на продолжение есть. Ну и мужчина тут, сам мужчина, если вы мужчина, вы вроде бы как приняли решение все. Но где-то там в закоулке своего разума какое-то движение у вас все равно будет. Оно что-то, какая-то искра еще есть. Окей. Может быть такое, что мужчина убил все живое в женщине, а женщина убила все живое в мужчине. Такое тоже может быть. И если мужчина смотрит, то мужчина, может быть, рассчитывал тоже на одно, а у женщины здесь свои коварные планы, хитрые планы на вот, материальное что-то тоже может быть, потому что здесь запрос очень высокий у женщины. Ну окей, давайте посмотрим,
Что думает сейчас, прямо сейчас загаданный человек у вас? Прямо сейчас загаданный человек у вас. Ну, вы ему до сих пор нравитесь и вызываете чувства позитивные. Поэтому, что это вот такое произошло, это, наверное, его действия, и вы эти действия так воспринимаете. К вам отношения у него просто прекрасные. Просто подсолнух, свет, солнце. Что еще думает? Но он будет вас держать в напряжении. Думает, да, тут все классно, но нужно ее держать вот, ну давайте, за узду, да, то есть, или в стойле, да, вот как-то так. Буду продолжать вот жестко пугать, там, ну, вести свою какую-то такую тактику, давайте, выдерживать тактику наездника, да, контроля ситуации. То есть он вас контролирует до сих пор, он следит за вами, да. Да, ему важно, знаете как, ему важно победить. Тут мужчине важно быть лидером, сохранять свое лидерство. Он думает, что вы ни в коем случае не должны взять над ним контроль. Он, знаете, вот он как хозяин табора, это цыганские карты здесь, он как хозяин табора хочет контролировать от начала и до конца все. То есть он не потерпит там предательства, он не потерпит обмана, измены. То есть это вот такой вот диктатор действительно здесь. Жесткий диктатор, мало того, что может еще и быть психопатом. Может, почему? Здесь нету короля клинков, но зато есть здесь король кнутов, да, или жезлов. И вот эта вот комбинация никуда не отпущу, десятка мечей, буду угрожать, ну, жесткий он человек, и рыцарь мечей. Ну, окей. Что еще думает? То есть он даже думает так, будет дрыгаться, я тебя накажу. Окей. Ну, вот он, король мечей. А король мечей это всегда у нас кто? Ну, всегда такой диктатор-психопат, да, контролер. Что еще думает? Он думает, что он сильнее, умнее вас, и у него больше опыта, то есть я с ней справлюсь, или я с ним справлюсь. Но здесь больше про мужчину все-таки. Прям короли падают, королевы где-то прячутся здесь. Женщины спрятаны все в рукаве, как говорится, да? Ну, окей. Дальше. Тут пятерка мечей. Ох, и нелегко вам будет с этим человеком. Я вам так скажу. Вы у него, я так скажу, не одна женщина. Вы у него коллекция. Учитывая то, что здесь куча мечей, я вас поздравляю, вы оказались реально либо в каком-то гареме, либо в каком-то цыганском таборе, где вас не отпускают, не отпустят, ну, как минимум физически. Как минимум физически. Учитывая то, что сначала куча солнца, куча сексуальной энергии, куча вообще такого позитива, а потом идет резкое напряжение по материи, и потом идет вот прямо сгусток темноты какой-то, да, как будто бы вы в мороке находитесь. Вот центральная карта этого квадрата, она о семерке чаш, о заморочке какой-то. То есть он как будто бы вас пленил, околдовал, этот партнер, и, ну, чуть ли не приворожил. Это может быть какой-то маг-колдун, условно говоря, да, энергетический мужчина имеет какой-то сильнейший потенциал, но, ну как, он этот потенциал, может быть, не до конца осознает, вот, а может быть, умело пользуется им. То есть, как минимум, вы в заложниках у какого-то достаточно неприятного человека. Почему неприятного? Потому что тут и пятерка клинков, и пятерка чаш, туз мечей, тут и угрозы, тут и шантаж может быть, тут и заложники могут быть, ситуации, обстоятельства. В общем, я вас поздравляю, вы вляпались в какую-то то ли криминальную ситуацию, ну, то ли абьюз какой-то жесткий. Вот он так и продолжает как бы контролировать вас, как минимум он там постоянно думает. Ну или как минимум, если не постоянно думает, то вы под присмотром у кого-то, да, вот почему-то такое. Ну окей. Давайте посмотрим чувства.
Такое какой-то жескач какой-то, да, напишите, насколько с вашей ситуацией пересекается, но все-таки расклад общий, и такие ситуации я просматриваю очень часто. Ну, как минимум, это могут быть отношения на расстоянии, где один из партнеров, как минимум, ну, или криминал, или не тот, за кого себя удают. Ну, вот это вот такая ситуация тоже может быть. Давайте дальше посмотрим, что чувствует к вам. Ну, смотрите, он чувствует, что он король чаш. Тут все про мужчину, это больше для женщин, да, расклад. Но мужчины тоже могут посмотреть, как можно жестко управлять. Да? Он чувствует, что ваше сердце и ваши эмоции полностью принадлежат ему. Вы-то думаете, что вы контролируете, а нифига. Вот. Ну, он за вас и переживает, может быть, где-то. Так, в глубине души переживает, чтобы вы никуда не делись. Окей. Ну, наверное, для своих каких-то целей. Что еще чувствует? Не, он чувствует, что у него своя цель, у него свои планы, свои дела. И даже если он на дистанции, это дистанционная карта, это дистанционная карта. То вы никуда не денетесь из его поля. Поэтому он не сомневается в контроле над вами. И чтобы он там, условно говоря, не вытворял, вы попались, в общем-то. Он спокоен по этому поводу, что вы никуда не денетесь. Дальше. Отпускать он вас не собирается. Четко понимает, что имеет власть. То есть чувствует. Он, это уровень чувств у нас, да, нижний. И двойка жезлов. Он как будто бы, знаете, то ли чарами, то ли силой, то ли харизмой вас возле себя не отпускает, отпускать не собирается. Хотя это вы думаете, что, может быть, вы его как-то еще там контролируете, а на самом деле тут его полный контроль. Тут у него мужская, давайте так скажем, ну давайте назовем харизма, да, то есть харизмой держит и все. Ну ок. Ой, башня. Может быть, он сейчас не в форме, да, он чувствовать может. И может чувствовать очень сильное напряжение. Может нанести удар в любой момент. Этот человек очень вспыльчивый. И лучше бы вы его не раздражали. Лучше бы так было. И опять туз жезлов. Знаете, как он чувствует, что его планы, вот его планы на вас, они не поменяются. Но они для вас опасны. Они для вас опасны. Вот вы как женщина здесь, как будто бы вы его типа, ну как бы придержали возле себя, заякорили и пребываете в некой прострации. А он знает, что происходит. И он вот контролирует достижение цели конечное. Причем оно, как минимум для вас, может быть жестким очень, а у него оно под контролем, это действие полностью. Давайте посмотрим его планы. Его планы. Смотрите, от своих планов на вас он не откажется, но его интересует материя. Именно материя. Именно колеса, да? Здесь все начиналось с чувств. То есть планы от чувств идут там к деньгам, к имуществу, к форме, к контролю формы. То есть, как минимум, вы у него будете в заложницах до тех пор, пока он не получит что-то, ну, или ваше физическое тело, или деньги, или имущество. Окей? Окей. Ну, такая карта. Интересный расклад. Сегодня какой-то прям детектив вышел, да? А таких детективов просматривается. Ой-ой-ой, за горизонт. Дальше. Он будет накалять ситуацию, шантажировать, давить, пугать. Девятка мечей. Ну, что тут? Тут сегодня мечи выпадают. Что ж такое сегодня? Цыгане. Цыганские карты, да? Ромы, вы что творите? Давайте потасуем. А вдруг что-то хорошее. Тут у меня такое, хочется вас выпустить, чтобы вы куда-то убежали почему-то. Ну, не знаю, вот что-то срабатывает, да, сегодня такое.
он как будто будет, знаете, как вести себя? Он будет казаться вам другом или говорить: так, я тебе не враг, давай, короче, как-то вот, давай как-то вот, будь со мной там мягка или прими то, что есть. То есть он будет в двояком образе перед вами представать: и добрым полицейским, и злым полицейским. Вот он добрый, вот он злой. Из сердца вашего он уходить не собирается. Планирует продолжать то, что начал с вами. Ну, окей. И, друзья, вот тут я вам так скажу. Здесь дело пахнет криминалом, судом, разборками и вообще, то есть хорошо подумайте, прежде чем после этого расклада, да, вообще продолжать с этим человеком отношения. Тут, ну, суд, да, правосудие, и вам как минимум нужен, давайте так скажем, адвокат будет, если вы там продолжите. Вот. Ему, возможно, нужен будет адвокат. И, ну, вот как он будет, даже его планы вообще как бы не попасть в суд, да, чтобы до суда дело не дошло, чтобы все как-то так, чтобы его не нашли, не расшифровали, да, этого человека. Поэтому здесь в планах, давайте так скажем, у него в планах не попасться, да, не попасть в суд, условно говоря. О, давайте теперь посмотрим, а стоит ли вам здесь оставаться в этих отношениях. Ну, почему-то вот сегодня такой вот криминал. Ну, смотрите, здесь королева колес, да, или пентаклей и козерог. За этим всем делом может скрываться деньги и еще какая-то женщина. Но мы-то спрашиваем, стоит ли вам оставаться. Ну, если вы на 100% понимаете, где-то тут солнышко у нас, да, вот так, что игра стоит свеч. Что игра стоит свеч. Если игра стоит свеч, и у вас есть лишние ресурсы, давайте так это назовем, или лишние деньги, чтобы рисковать, да, вот если вы понимаете, что вы можете это потерять, ну, смотрите, эти отношения вам могут очень дорого обойтись, вот так. Да, если вы вот умеете играть по-крупному, вот так вот. Далее. Опять пошли колеса, да, колеса — это пентакли здесь. Смотрите, чтобы получить, эта карта счастья, да, вторая, есть ли счастье в этих отношениях. Чтобы получить здесь счастье, здесь нужно вкладываться так, что, ну, вы должны как человек, ну, с любой точки зрения, мужчина или женщина, быть, ну, оттачивать мастерство. То есть в этих отношениях это нужно проходить, знаете, как полную трансформацию личности. Не знаю, там вы видели этот фильм или нет, как он во «Все тяжкие», где в начале сериала один человек, а в конце сериала совершенно другой человек. То есть этот человек, если вы с ним останетесь, ну, вы уже не будете тем мужчиной или той женщиной, которые были раньше, да? То есть вы пройдете полную физическую трансформацию. Ну, ок. Будете ли вы вместе в этих отношениях? Шестерка чаш, скорее да. Скорее да. Ну, до тех пор, пока будут возможности, ресурсы, силы и чувства. Да или нет? Вот почему-то хочется вам дать ответ. Можете погадать да или нет, загадать любую ситуацию в ваших отношениях, да или нет. Ну, это паж мечей, это да. Это да, и это больно. Больно, да. Да, больно. Да, больно. Хотя нужно проверять. Тоже, то есть доверие здесь вот как бы... Больше о доверии, о подозрении. Если вы что-то подозреваете плохое, то да, вот так вот. И давайте посмотрим совет высших сил в этой ситуации. Здесь, смотрите, здесь рыцарь пентаклей. Да? Это кармические, во-первых, отношения, которые требуют вашего упорства и вашей силы, ваших денег и ваших ресурсов. Если это не, ну, расклад
ну вот если вы гадаете на человека, которого вообще не знаете, вот только переписываетесь с ним, будьте предельно аккуратны, это может быть, там, как же они называются, скамер какой-то, да, например. А вот если у вас просто человек достаточно жесткий, то тут просто нужно трезво понимать, во что вы ввязываетесь, и если у вас действительно столько опыта и сил с таким жестким человеком быть, потому что он может быть или иметь психопатические наклонности контроля всесильного, да, и вы будете здесь в отношениях как вещь. Или просто иметь отношение к криминалу или к какому-то способу жизни, где стабильности будет очень немного, и вы будете зависеть от большого количества обстоятельств и игроков в этих отношениях. По сути, здесь может быть даже, да, и женщина, в том числе. Тут, смотрите, королева выпала всего одна на весь расклад. И это о чем? То есть за этим всем где-то есть или мать, или женщина, о которой вы, может быть, и знаете, но еще до конца всего о ней не знаете. Да, вот так вот. Поэтому отношения рискованные, отношения жесткие, отношения в принципе перспективные. Но вот во что вам это выльется, большой-большой вопрос. Ну, давайте посмотрим, а во что вам это выльется. Ну, как минимум, в отработку кармы. Выльется это все в страшный суд, поэтому то, во что вы вошли, и то, как вы будете выходить, будет выглядеть совершенно по-другому. А как оно может выглядеть? Ну, здесь совершенно новая жизнь, новая реальность. И лучшее, что вы можете здесь взять, ну, почему-то у меня какой-то драгоценный кусок чего-то и куда-то ускакать, скрыться. Но вот позволит ли вам ваш партнер, это уже большой вопрос. И на этой интриге я сегодня хочу закончить этот расклад, а вы напишите концовку в комментарии, как вы чувствуете, чем закончится именно эта история в вашем детективном контексте или в вашем детективном жанре или рассказе, который вы прослушали для себя. Мира вам и вашему миру. Берегите себя, любите себя и миры, которые окружают вас. И пусть в вашей детективной истории будет happy end. Пока-пока.